Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин, и на этом канале я показываю, как рисовать быстро, просто хорошо. Вы можете брать мою технику и использовать для своих творческих задач. Я показываю это на примере своих ландшафтных и архитектурных проектов. Вы можете это использовать в любых творческих моментах, то, как вы видите эту историю, интерпретировать ее и использовать себе на пользу. Сначала небольшая демонстрация того, что я имею в виду. Вот такая моя графика. И это все проекты ландшафтные, архитектурные. И это мой скетчбук. И моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Если вы хотите научиться рисовать в таком стиле, то переходите по ссылке в шапке профиля или в описании к видео. И там мой сервис Boosty, подписки. И там можно использовать мои уроки за небольшую абонентскую плату в месяц, там всего 400 рублей, по-моему, и понять, каким образом строится вот такая вот графика и каким образом ее можно рисовать прям таки в промышленных масштабах. Это все ландшафтные архитектурные проекты, зарисовки, реальные проекты, которые я прорабатывал и русские, и европейские истории. Как вы можете обратить внимание, я не использую какие-то сложные элементы, но все в целом выглядит очень симпатично. И это вполне себе такая рабочая история. И сегодня я остановлюсь, наверное, на вот этом листике. Ну, чуть еще покажу. Вот такие штуки симпатичные. Чтобы у вас скетчбук, рабочий скетчбук выглядел таким образом, то, в общем, можно использовать мой сервис Boosty. Там я все подробно рассказываю. Для рисования такой графики я использую очень простые инструменты. Это, например, линер, но у него есть некоторая характерная особенность. Он рисует и широкой стороной, и узкой стороной. Рисует углом, то есть делает тонкие линии и жирные линии. И, например, вот такие линеры. Это Micron, Pigma, Graphics 3, вот это линеры Stabilo, вот такие вот, вот они. 3 разных оттенка. И, например, ручка Parallel Pen. Еще я использую то, с чего начинается моя школа, то, где лежат корни вот этой вот эстетики, которые вы можете видеть в миллионе видео в Instagram, TikTok, YouTube, Zen, Контакт, Facebook. Это рисование пером и тушью. Вот отсюда берется моя эстетика. И вот эту вот эстетику я переношу на современные инструменты. И в итоге получается моя графика. И плюс еще европейский контекст, потому что я много работаю по миру. И много проектов Европа и Россия. Потому что, ну, работаю в итальянской студии и получаю какой-то контекст и стараюсь его приносить на наше российское пространство и делиться им. В общем, вот, сейчас показываю. На примере вот этого листика из скетчбука. Вот здесь я очень условно, сейчас переложу другую руку, камеру, очень условно показывал переход из области небольшого холма в область большого холма с помощью мостика и добавлял туда идею колонны, которая может выглядеть как маяк, вот здесь пространство озера, а вот здесь идея крепости, небольшой крепости. Вы можете видеть эту ситуацию в виде сверху, колонна вот здесь, мост вот здесь, крепость вот здесь. По абрису этого холма. Также мы можем увидеть вид фронт. Вот отсюда, вот этот вид. И более проработанную вот эту вот историю вида фронта. Посмотрим на детали этого изображения. Мы можем видеть, что условно вот это вот все считывается как стилизованная графика. Вот моя колонна, вот этот холм, вот человечек для самоштабности, вот здесь тоже человечки для самоштабности, вот контуры деревьев, которые на фоне работают с вот этой вот архитектурно-ландшафтной композицией, вот остовы разрушенные башен, вот сохранившиеся башни, вот эти стены, которые разрушены, и в общей картинке складывается такой определенный ритм между формами деревьев, между акцентами башен, между остатками стен и мостом и вот этой башней-маяком.
Моя графика в данном случае работает как исключительно прагматичное, имеет прагматичное применение для того, чтобы описывать мою проектную идею. Каким образом я вижу вот эту вот объемно-пространственную архитектурно-ландшафтную композицию. И особенности этой графики в том, чтобы минимальными средствами дать максимальную информацию, максимальное впечатление. То есть я не буду вырисовывать какие-то красивости. Вся графика служит для того, чтобы показать мысль, показать свою проектную идею. И поэтому она минималистична, поэтому в ней присутствуют только те моменты, которые очень простыми, очень малозатратными средствами увеличивают эффектность изображения. И, соответственно, если вы перенимаете эти способы, то вы можете малыми средствами, малой кровью, да, делать эффектные наброски. И это на пользу. Тут вы видите два цвета, один темно-интенсивный, другой светлый, чуть красноватый. Это потому, что я сначала делал более светлым цветом примерный эскиз вот этой вот всей истории, а потом, когда я был уверен в том, что я нарисую, я прорабатывал его более темным линером, вот таким черным. А потом, когда я уже был уверен в том, что форма образования меня устраивает, я делал, например, вот такие вот интенсивные тени, вот такие тын, 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 в тех местах, где я считал, что мне необходимы акценты. И это выглядит хорошо. То есть вся графика выглядит как разваливающийся хаос. Но если вы понимаете, как организовать этот хаос, то все это складывается в привлекательную картинку. Смотрите, как организовать этот хаос. У всей этой истории есть понятие ритма. Ритм — это чередование светлых и темных пятен. Вот это вот темные пятна, вот это вот все светлые пятна. Если вы организуете композиционно тени в приемлемом, хорошем, ритмичном, композиционном порядке, то ваша картинка, несмотря на ее незаконченность, будет выглядеть хорошо. Что это значит практически? То, что я выбираю ритм и рисунок тени и приношу его сюда, на мое изображение, дополняя и развивая его. Ритм — это вот эти вот темные пятна. Например, я рисую пространство Земли, я рисую его не единой линией, а набором вот таких вот элементов. Появляется ритм. Ритм есть у вот этих вот теней, которые присутствуют в арочной структуре. Ритм есть вот у этих теней, которые присутствуют в теле маяка. И вот здесь тоже есть ритм. Ритм отдельный вот этих деревьев, ритм вот этих вот сооружений, ритм вот этих арочных проемов. Этот простой пример говорит нам о том, что не обязательно делать какую-то изощренную графику для того, чтобы эта графика выглядела эффектно. И вот такими вот небольшими, маленькими структурами, как я показал, например, если вы будете двигаться и развиваться в этом направлении, вы легко достигнете результата. Для того, чтобы научиться такой графике, нужно брать маленькие, как у меня в скетчбуке, маленькие моменты и отрабатывать их простыми способами. Например, берете простую геометрическую форму домика или дерева или еще что-то и находите в нем элементы ритма. И ритм может создаваться как пятнами интенсивными, так элементами декора, так элементами текстуры. Вот сейчас я, например, покажу. Точно так же здесь ритм создается и вот этими вот моментами. Я рисую листву, вот эти вот закорючки, это моя листва, да, вот она. И вот эти области, они создают свой ритм. И получается ритм интенсивных пятен, ритм геометрических фигур, ритм вот этих элементов как декора. И получается вот такая вот музыка, которая выглядит хорошо. Плюс сюда еще приходит ритм блоков текста. То есть я пишу пояснительные какие-то истории, вот здесь, которые объясняют логику моего проекта. Вот она. И это все тоже образует ритм блоков. И в итоге получается вот такое вот ритмизированное, интересное, эффектное изображение. Как видите, все довольно просто, если понимать, откуда ноги растут. То есть, если не просто рисовать, а понимать саму логику. Если нужно подробно, все подробно, то подписывайтесь на мой сервис Boosty, ссылка в описании к видео и по ссылке в шапке профиля. Там я все подробно рассказываю, и не нужно мучиться. Можно просто все понять, взять себе в практику и использовать себе на пользу.
И внизу в описании к видео огромное количество моих бесплатных видео. То, что я даю, чем делюсь бесплатно. И бот, в общем, и помогайте, пожалуйста, репостами, чтобы все больше узнали про вот это вот, ну, такой тип графики. Меня зовут Эдуард Кичигин, всем хорошего дня, чао-чао, пока, пока.